Всем привет, дорогие зрители и подписчики! Сегодня я покажу вам первые шаги в Вальхейме. Как стартовать, что собирать, что крафтить. Короче, давайте начнем. Итак, после того, когда вы заспавнились, начинаем собирать все ресурсы, которые вы только видите. Поверьте, вам нужно будет все. Даже цветы, которые расположены просто на карте, собирайте все. В общем-то, ищите камни, ломайте руками тонкое дерево. Большое дерево вы пока не сможете сломать кулаками. Затем крафтите первый инструмент, это каменный топор. Каменным топором уже можно добывать более сложные ресурсы, более толстое дерево, чтобы добывать его в более промышленных количествах. И уже когда вы обзавелись хотя бы стаком дерева и насобирали немного камня, немного древесины, еды, то можно искать место для базы. Самое первое, что стоит построить, это огонь и вертел для жарки мяса. Мясо добывается очень просто. Вы можете убивать кабанов, ящериц и оленей. Для того, чтобы пожарить мясо, вы его выбираете в быстрый слот, подходите к вертелу и нажимаете кнопочку действия, и оно вешается на вертел. Но обязательно не отходите от него далеко, чтобы забрать мясо вовремя, потому что если вы пропустите этот момент, оно у вас сгорит. Далее, после того, как вы еще пособирали ресурсов, строим первый домик и молоток для строительства. Молоток необходим для того, чтобы ставить постройки, потому что руками они не строятся. На верстаке вы скрафтить ничего не сможете, потому что для того, чтобы верстак работал, он должен находиться под крышей. Строите самый первый примитивный домик с крышей, можно даже без стен, просто колонны, пол и потолок. И все, вот у вас уже первый, так скажем, домик. А верстак мы ставим второй, внутри уже вашей постройки, а тот, который на улице, можно разрушить. Ресурсы полностью к вам вернутся. На верстаке можно будет скрафтить уже более сложный инструмент из кремня. Кремень обычно находится на побережье. Просто бегаете по побережью, убиваете ящериц, может быть кабанов, которые попадутся, грейдворфов. Кремень он обычно такого белого цвета. Его заметить легко, даже ночью с факелом можно его обнаружить. После того, как вы отфармили этого кремня, делаем себе топор и смотрим, что можно сделать еще. А еще не забудьте построить кровати. Это тоже важно для того, чтобы у вас была точка для спавна, если вы, скажем, умрете на первом боссе. Также во время ваших странствий ищите разрушенные постройки. Нам нужны пчелы, чтобы построить свою пасеку. Чтобы достать этот улей, просто разрушаете постройку, где он висит. Улей сам падает и разбивается. С него вам выпадает пчеломатка. И потом вы сможете построить свою пасеку. Это очень просто, ресурсов там много не нужно. Далее, по желанию, можем построить загон для кабанчиков. Он делается из обычного забора, который стоит очень дешево. Потом заманиваем 2 кабана, чтобы они могли размножаться, и кидаем в загон грибы. Грибы — это самый первый доступный корм для кабанчиков. Также они кушают морковку, но она появится потом. Далее, после того, как у вас появился постоянный источник еды и кожи, мы крафтим новую одежду, кожаную, и улучшаем инструмент, чтобы он выдавал больше всего урона. Также не забываем улучшать верстак, это нужно поставить рубило и кожеобработку, для того, чтобы уровень вашего верстака был больше. Ну и вот, вы улучшились, что же дальше делать? Металл вы добывать не можете, в общем-то вы встали перед вопросом, что делать дальше. Во-первых, надо вернуться к алтарю и использовать красный камень, о котором говорил Хугин. Вам покажет метку, где находится первый босс Эйктюр. После того, как вы доберетесь до этого места, это может быть или соседский остров, или ваш. Для того, чтобы добраться на соседский остров, вам нужно построить примитивную лодочку и на ней отправиться на соседний остров. Чтобы призвать первого босса, нужно убивать оленей и собирать их трофеи, ну и потом использовать это на алтаре. То есть вы бегаете, убиваете оленей, потом приходите на алтарь, используете это все и вызывается первый босс. Вальхейм Эйктюр — это довольно простой босс, он вступительный, и если уходить от его атаки и иметь полную еду, а именно ягоды, жареное мясо и мед, и в принципе вы будете хорошо держать урон и восстанавливать здоровье. После убийства босса с него выпадут рога. Сразу замечу, что кирку, которую вы сможете сделать из этих рогов, нужно строго использовать на добычу металла. Если вы ее просрете на обычный камень, вам придется убивать еще одного босса, для того, чтобы потом отфармить медь и бронзу, чтобы потом сделать нормальную уже металлическую броню.
Вот в принципе и все. Первые шаги вы сделали. Вы добыли кирку, вы убили первого босса, вы сделали все базовое, что необходимо, и можете отправляться в свободный путь. На этом в принципе все, друзья. Если вам понравилось это видео, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, а также напишите хороший комментарий. Вам спасибо, что смотрели, ждите новых гайдиков. Всем пока!